Всем привет! Вот делаю новый для себя поплавок типа кивок. Отмечаю, что сама идея этой версии не моя. Ее мне подсказал и описал в комментарии на мое видео коллега-рыбак с указанным выше ником, за что ему большое спасибо. Данная версия мне показалась логичной. Если я, конечно, все правильно понял из комментария, то этот поплавок сделан так. Тело поплавка – шарик или цилиндр из пробки. Сквозь тело поплавка проходит пластиковая трубка. Такие трубки используют продавцы сахарной ваты или для держателей воздушных шариков. С одной стороны трубки вставляется на клей свинцовый груз, с другой у вершинки крестообразно отрезок пластиковой трубки 1 см от ватных палочек. Через трубку от ватных палочек продевается леска со стопорками с обоих сторон трубки. Ими регулируется глубина погружения. Трубка от ватных палочек нужна, чтобы леска при забросе не запутывалась. Подсечка на крючок в этом варианте передается мгновенно. Снасть может быть обычная поплавочная или мормышка. Но теперь, как я его делал, из того, что мне попалось под руку. Был у меня вот такой остаток поплавка с наружным диаметром 6 мм. И была вот такая заготовка для поплавков, уже с готовым отверстием того же диаметра. Конечно, из-за такой формы этой заготовки логичнее было бы как бы сбоку отверстие сделать, но мне захотелось уже готовое отверстие использовать, так как оно четкое и уплотненное. Вот такое получилось. Думаю, где-то грузоподъемностью грамм 8-9. Вот нашел такой груз 6 грамм. Он почти подходит. Нужно будет чуть обработать напильником. Длину трубки сделал 14 сантиметров. Груз чуть уменьшил. Сделал около 4 грамм. Вставляю груз внутрь. Для герметизации проклеиваю клеем моментом. Сначала вверх сделать хотел, как задумывал, то есть с герметиком вставить в кончик цилиндр из бальзы и потом просверлить и вставить на клей отрезок трубки из ватных палочек. Но подумав, что мне неизвестно, что за материал поплавка, может пластик этот чуть хрупкий и вдруг при посечках отломается, решил сделать по-другому, но с таким же смыслом. И мне попался на глаза вот такой пластиковый переходник для соединения гибких трубок, и он почти подходит по диаметру. Половину его я обрезал. И в расширении с торцов просверлил отверстие под леску сверлом 0,7 мм. Чуть обточил по кругу пластик и посадил заготовку на герметик. И загерметизировал торцевое отверстие в заготовке. Тут еще для прочности обмотал черными нитками и пропитал клеем моментом. Тут такое же сделал утолщение ниточное, как точку опоры, чтобы двигать трубку в теле пенопласта, так как трубка скользкая, а сдвиг тугой. Теперь одеваю верхний стопор на леску 0,16 мм. Продеваю леску через кончик и одеваю нижний стопор. Вот готово. Первая проба дома. На подъем. На воде не залипает. Надо пробовать теперь на водоеме.
Всем пока, удачи!